Глава 1171. Реинкарнация. Вы звали меня мастер. Пожилой мужчина по имени Фэн Чжи немного помялся, а потом переспросил ситуацию, опасаясь, что он не расслышал. Да, я звал тебя. Поспеши сюда. Я хочу кое-что спросить. Это ты жил в этом месте до того, как мы пришли сюда? Суровым голосом сказал ученый, опасаясь, что этот медленный ученик рассердит Ханьли. Да, уже иду. После подтверждения того, что он все услышал верно, пожилому мужчине стадии заложения основ оставалось только набраться смелости и скорее подлететь к ученому. Ханьли перевел взгляд на Фэн Чжи и спросил: «Ты жил здесь раньше?» «Да, старший. До того, как присоединиться к этой секте, я действительно жил в этом месте, как и многие поколения моих предков», — нервно ответил Фэн Чжи. Ханьли кивнул, а затем задал вопрос, ставший для всех неожиданностью. «Понятно. Как ты достиг стадии заложения основ?» Фэн Чжи также был озадачен этим вопросом, но он поспешно отвечал: «Моя мать столкнулась с влиятельным старшим много лет назад, и он подарил ей таблетку заложения основ, которая позволила мне достичь стадии заложения основ». «Значит, ты потомок Сяо Мэй?» Выражение лица Ханьли немного смягчилось. Фэн Чжи на мгновение запнулся, услышав это, а затем ему, казалось, пришла в голову мысль, и он воскликнул: «Сяо Мэй. Вы имеете в виду мою бабушку по материнской линии, старший? Вы тот, кто подарил моей матери таблетку заложения основа много лет назад. А ты довольно сообразительный». Ханьли косвенно подтвердил его вывод. «Спасибо за вашу доброту, старший. Я всегда хотел встретиться с вами и поблагодарить вас лично». Пожилой мужчина поспешно упал на колени в воздухе с выражением удивления и восторга на лице. Тем временем ученый и темнокожий пожилой человек были совершенно ошеломлены. Ханьли позволил пожилому мужчине отдать ему честь, а затем продолжил: «Тогда я не был таким могущественным, как сегодня, и я несколько раз встречался с твоими предками. После этого я встретил твою мать и подарил ей таблетку заложения основ. Однако твой уровень культивации, похоже, застрял на средней стадии заложения основ, хотя твои способности не так уж и плохи. Ты достиг довольно преклонного возраста, поэтому твой путь культивации, скорее всего, на этом и закончится. Приношу свои извинения за то, что разочаровал вас своей посредственной способностью, старший», — ответил Фэн Чжи со стыдливым румянцем на лице. «Хе-хе, мне нечего разочаровываться. Кстати, как эта секта трансформированного крыла переехала в это место? Это место, где когда-то проживал мастер твоей бабушки по материнской линии, ты не знаешь об этом. Твоя бабушка по материнской линии когда-то была моим хорошим другом». Выражение лица Ханьли внезапно стало мрачным, а его голос стал холодным и неприступным. Ученый и пожилой темнокожий культиватор сразу же резко изменились в лицах. Услышав это, сердце Фэн Чжи вздрогнуло, и он поспешно ответил: «Я знаю об этом, поэтому я позаботился о том, чтобы перенести бамбуковые здания, в которых когда-то жила старшая Синь, на другую сторону горы. Мы сохранили их в первоначальном виде, и я не позволил им причинить вред. Это одно из условий, которые я изложил, прежде чем разрешить секте поселиться здесь». «Вот как?» Ханьли повернулся к двум культиваторам формирования ядра с холодным светом в глазах. Ученый, казалось, определил причину неудовольствия Ханьли и поспешно объяснил: «Все так. Это место не то, где изначально находилась наша секта трансформированного крыла. Это всего лишь наше временное пристанище. Причина, по которой здесь только наших учеников, заключается в том, что мы должны позаботиться о нескольких делах в государстве Юань, поэтому у нас не было другого выбора, кроме как остаться здесь на некоторое время. После перемещения бамбуковых зданий госпожи Синь на другую сторону горы мы их совершенно не трогали». «Понятно. Независимо от всего этого, это бывшая резиденция моего старого друга, и я не хочу видеть здесь других культиваторов. Я верю, что вы оба знаете, что вам следует теперь сделать», — холодным голосом сказал Ханьли. Темнокожий мужчина вздрогнул и сразу же сказал: «Конечно. Мы немедленно покинем это место с нашими учениками». Ученый нетерпеливо кивнул в знак согласия. «Это было бы здорово. Тогда я оставлю вас в покое. Отведи меня в бамбуковые здания госпожи Синь». Ханьли перевел взгляд на Фэн Чжи и попросил его проводить. Конечно, старший Фэн Чжи, естественно, не смел откладывать медлить и поспешно дал утвердительный ответ. Он поклонился ученому, активировал свое сокровище и полететь к другой стороне горы. Лазурный свет вспыхнул вокруг тела Ханьли, охватывая Тяньцинер, и они полетели за Фэн Чжи. Ученый вдохнул с облегчением, а затем послал передачу голову темнокожему мужчине, спрашивая: «Этот человек на самом деле является культиватором на поздней стадии зарождающейся души? Мы не могли ошибиться, не так ли? Он не похож ни на одного из 3 легендарных великих культиваторов».
Хотя Хань Ли уже был далеко, ученый не смел говорить вслух. Все верно. Духовное давление, которое он выпустил в тот момент, было в несколько раз страшнее, чем даже у нашего мастера. Этот человек действительно не один из 3 легендарных великих культиваторов. Возможно, наконец, появился 4-й великий культиватор, предположил темнокожий мужчина. В этом случае новости об этом человеке уже должны были распространиться по всему небесному южному региону, пробормотал ученый. Забудьте об этом. Неважно, кто он определенно тот, с кем наш мастер посмеет связываться. Давай поторопимся и эвакуируемся отсюда. Если мы будем уходить слишком медленно, он может передумать, и у нас будут большие неприятности, мрачным тоном сказал темнокожий культиватор. Ты прав, старший боевой брат. Я сейчас же начну процесс эвакуации. Как жаль, что мы должны отказаться от такого фантастического жилища, неохотно вздохнул ученый. Нам уже очень повезло. Слава богу, ты завербовал Фэн Чжи в нашу секту. Если бы не он, я чувствую, что этот человек уничтожил бы нашу секту в приступе ярости. Почему я не знал, что это у твоего ученика есть связи с таким могущественным старшим? Ты знал об этом, младший боевой брат. И кем был тот человек, кто жил здесь в прошлом? Подумать только, те люди были знакомы с культиватором поздней стадии зарождающейся души, вздохнул темнокожий мужчина. Ты поставил меня в тупик, старший боевой брат. Ты уже знаешь, я очень рано принял Фэн Чжи своим учеником, но это было только потому, что он был культиватором стадии заложения основ. С точки зрения способностей, он очень посредственный, поэтому я не обращал на него особого внимания и в результате не знал о нем много. Я однажды спросил его о бывшем владельце. В конце концов, ограничения здесь довольно грубые, но они очень практичны и полезны. Однако Фэн Чжи сказал мне, что этот человек был всего лишь культиватором стадии уплотнения ци, поэтому я не обратил на это внимания. Ученый слегка смутился такому вопросу. Культиватор уплотнения ци и культиватор поздней стадии зарождающейся души. Даже если бы это было много лет назад, несомненно, несоответствие между ними слишком велико. Темнокожий мужчина потерял дар речи. Ученый мог лишь криво улыбнуться, услышав это. После этого они не смели больше задерживаться и повели своих учеников обратно в здание внизу. По их приказу, около 400 присутствующих учеников начали собирать свои вещи, готовясь покинуть это место. В этот момент Хань Ли вошел в зеленое нефритовое здание вместе с Тянь Цинер. Хотя нефритовое здание было очень чистым и ухоженным, было видно, что оно было очень старым. Фэн Чжи шел впереди и постарался объяснить. После того, как эти бамбуковые здания были перенесены в это место, я сделал, как мне велела моя мать, и регулярно освещал их духовным светом, чтобы они не гнили, а также регулярно чистил их. Приятно слышать, губы Хань Ли дрогнули, когда он вошел в главный зал нефритового здания. Затем они стали осматривать окрестности. Если он правильно помнил, этот павильон был тем, в котором когда-то жила Синь Жуинь. Здесь все было по-прежнему, хотя она уже давно скончалась. Хань Ли глубоко вздохнул, взглянув на Тянь Цинер, и его сердце слегка замерло в ответ на увиденное. Тянь Цинь гладила бамбуковые столы и стулья в зале с закрытыми глазами. Она начала медленно ходить по комнате и, казалось, впала в транс. Сложное выражение промелькнуло в глазах Хань Ли при виде этого. Некоторое время он молчал, а затем сказал Фэн Чжи: «Оставь нас здесь. Я собираюсь провести здесь день со своим учеником, и завтра ты сможешь вернуться снова». Голос Хань Ли звучал бескомпромиссно, и сердце Фэн Чжи слегка дрогнуло от его тона, но он уважительно кивнул и ушел. Тело Хань Ли качнулось, и он появился в углу зала, где он сел с закрытыми глазами и начал медитировать, оставив Тянь Цинер медленно бродить по резиденции Синь Жуинь. На следующее утро Фэн Чжи с беспокойством пришел к бамбуковому зданию, чтобы снова встретиться с Хань Ли, но обнаружил, что его и его ученицы нигде не было видно. Однако на бамбуковом столе остались 2 флакона с неизвестными таблетками. Фэн Чжи пришел в восторг от этого. Таблетки, оставленные ему культиватором поздней стадии зарождающейся души, были ценными сокровищами в его глазах. Он убрал таблетки и в то же время принял решение, он собирался поддерживать в сохранности эти бамбуковые здания в меру своих способностей. Если этот старший решит снова посетить это место, возможно, за свои старания он получит дополнительные ресурсы для культивации. Хань Ли, конечно же, не знал мыслей Фэн Чжи, поскольку он был уже за сотни тысяч километров. Тем не менее, очаровательный взгляд в глазах Тянь Цинь не угас. Вместо этого она становилась еще более рассеянной и нерешительной. С тех пор, как они покинули эту гору, Тянь Цинер не произнесла ни единого слова, но вдруг сказала: «Мастер, почему вы взяли меня в это место? Эти бамбуковые здания как-то связаны со мной.
Я не был уверен, имели ли они какое-то отношение к тебе или нет, но теперь я почти уверен, что они действительно связаны с тобой, спокойно ответил Ханли. Что они, ты веришь в реинкарнацию? Тянь Циньер собиралась задать еще один вопрос, как вдруг Ханли перебил ее своим собственным вопросом. Услышав это, Тянь Циньер резко изменилась в лице. Глава 1172. Возвращение в секту. Мастер, что вы хотите этим сказать? Тянь Циньер почувствовала себя немного неуверенно. Что ты чувствовала, пока была в бамбуковом доме? Хань Ли ответил вопросом на вопрос. Не знаю, но это было очень странное чувство, которое я не могу выразить словами, пробормотала в ответ Тянь Циньер. Это была старая резиденция одной из моих старых подруг. Она также обладала телосложением плачущего дракона и была мастером формации заклинаний. Однако она скончалась в очень молодом возрасте, медленно сказал Хань Ли. Тянь Циньер запнулась, услышав это, и спросила: «Разве вы не пытались спасти ее, мастер?» Я тогда еще даже не достиг стадии формирования ядра, как я мог ее спасти? Кроме того, ее сердце уже умерло из-за других факторов. Книга формации заклинаний, которую я оставил тебе, была ее подарком для меня. Я познакомился с Синь Жуинь через другого культиватора по имени Ци Юнся. Тогда я только что достиг стадии заложения основ и принял участие в подпольном аукционе. Хань Ли начал рассказывать Тянь Циньера о прошлых событиях, о том, как он случайно столкнулся с Ци Юнся, затем о Синь Жуинь, а затем о причинах их возможной смерти. Его история закончилась только после того, как он рассказал Тянь Циньер о том, что он встретил слугу Синь Жуинь после его путешествия. Однако, к этому моменту, Тянь Циньер была поражена этой историей. Через какое-то время она выдохнула и со сложным выражением на лице сказала: «Понятно. Так вы думаете, я реинкарнация этого человека, мастер?» Сначала я был довольно скептически настроен, но, увидев твою реакцию в этом бамбуковом здании, я по крайней мере на 50% уверен, что это действительно так, и мне этого достаточно. Похоже, реинкарнация, скорее всего, существует, усмехнулся Хань Ли. Тогда причина, по которой вы приняли меня в качестве своей ученицы. Тянь Циньер стало довольно неловко, услышав это. Не волнуйся, я искренне хочу взять тебя под свое крыло. Госпожа Синь была моей хорошей подругой, и я восхищался ею за ее способность к формациям заклинаний. Я принял тебя в качестве моей ученицы отчасти потому, что ты вполне могла быть реинкарнацией моей старой подруги, но я также хочу, чтобы ты стала настоящим мастером формации заклинаний, поскольку ты могла бы оказаться очень полезной для меня в будущем. Конечно, если ты передумаешь и больше не захочешь быть моей ученицей, я могу сразу же вернуть тебя обратно в море рассеянных звезд, спокойно сказал Хань Ли. Я не знаю, являюсь ли я реинкарнацией старой подруги мастера, но даже если бы это было так, я ничего не могу вспомнить о своей прошлой жизни. Мне очень повезло, что такой великий культиватор, как мастер, решил принять такую ученицу стадии уплотнения Ци, как я. Как я могу отказаться от такой блестящей возможности? Тянь Циньер поспешно покачала головой с паническим выражением на лице, словно она действительно боялась, что Хань Ли передумает взять ее под свое крыло. В конце концов, официальная церемония принятия ученика еще не проводилась, поэтому она была только его названной ученицей. Хорошо. В настоящий момент я не могу тебе многое гарантировать, но, по крайней мере, я уверен в своих способностях помочь тебе безопасно перейти на стадию формирования ядра, с улыбкой сказал Хань Ли. Я искренне желаю служить своему мастеру. Тянь Циньер сразу же пообещала свою верность Хань Ли. Хорошо, когда мы вернемся в секту дрейфующих облаков, я официально приму тебя в качестве своего ученика. Я никогда официально не принимал учеников в прошлом, но у меня есть названные ученики. Ты сможешь увидеть их в секте, продолжил Хань Ли. Услышав это, сердце Тянь Циньер дрогнуло, и на ее лице появилась ликующая улыбка. После этого Хань Ли ускорился, и они в мгновение ока исчезли вдали. Несколько месяцев спустя Хань Ли и Тянь Циньер достигли государства Си. Через несколько дней возле гор мечтательных облаков появилась полоса пронзительного лазурного света. Когда они были примерно в 50 километрах от горных хребтов, из-под лазурного света внезапно разразился пронзительный крик. Крик был похож на рев дракона, но также и на крик феникса, и даже близлежащие облака были встревожены мощными звуковыми волнами. Полоса лазурного света двигалась с невероятно быстрой скоростью и преодолела несколько десятков километров всего за несколько вспышек. Огромная духовная сила, звучащая в крике, насторожила все три основные секты в горах мечтательных облаков. Все в этих сектах, от обычных учеников в стадии уплотнения Ци и заложения основ до старейшин зарождающейся души, были ошеломлены, услышав этот крик издалека. Все культиваторы зарождающейся души сразу же начали действовать, выходить из своих сект, чтобы увидеть могущественное существо, которое так безрассудно объявляет о своем прибытии в горы мечтательных облаков.
Таким образом, когда Ханли был еще в 10 километрах от горных хребтов, его уже встретили 5 световых полос, и они были культиваторами из 3 сект. Сердце Ханли всколыхнулось при виде этого. Его эмоции были в смятении при мысли о возможности скорой встречи с Наньгун Ван, но он был вынужден сохранять спокойствие. Лазурный свет отступил, и крик стих, когда Ханли показал себя вместе с Тянь Цинер. Затем он обратил свое внимание на 5 полос света, летевших к нему. Через несколько секунд на его лице появилась редкая радостная улыбка. Когда 5 световых полос были на расстоянии в 300 футов от него, огни отступили, раскрывая 5 культиваторов, большинство из которых Ханли узнал. Мужчина средних лет в синем одеянии узнал Ханли издалека, и после доли секунды ошеломленного бездействия он закричал с удивлением и восторгом: «Младший боевой брат Хань!» Он был никем иным, как Лю из секты дрейфующих облаков, тем самым старейшиной Лю, который пригласил Ханли присоединиться к секте много лет назад. «Ты хорошо выглядишь, старший боевой брат Лю». Улыбка Ханли расширилась, и он поприветствовал его. «Значит, это господин Даосист Хань». Мне было интересно, кто мог продемонстрировать такое могущественное проявление силы. Брат Хань, ты уже достиг поздней стадии зарождающейся души. Следующим, кто заговорил, был культиватор в красном одеянии. Это был никто иной, как ребенок огненного дракона из секты Древнего Меча. В этот момент на его лице было такое выражение, словно он увидел призрака. Ханли взглянул на ребенка огненного дракона и сказал с улыбкой: «Брат Лань, ты также достиг средней стадии зарождающейся души, не так ли?» Ребенок огненного дракона сглотнул, а затем сухо ответил: «Брат Хань, ты верно шутишь. Как мое продвижение к поздней стадии зарождающейся души может сравниться с твоим прорывом до великого культиватора?» Его слова вызвали волну шока в сердцах всех остальных, и все они в унисон пронеслись своим духовным чутьем по Ханли, и на их лицах появилось такое же ошеломленное выражение. Люло спросил дрожащим голосом: «Это правда? Ты уже достиг поздней стадии зарождающейся души, младший боевой брат?» Мое путешествие было довольно обильным, и мне удалось продвинуться до стадии поздней зарождающейся души случайно, спокойно ответил Ханли. Люло, естественно, был в восторге услышать это и временно пришел в недоумение от его слов, но на его лице сияла улыбка. «Поздравляю, брат Хан. Кто бы мог подумать, что через несколько столетий ты так продвинешься на своем пути культивации? Похоже, что наши горы мечтательных облака также станут силой, с которой придется считаться всем в небесном южном регионе. Человек, который только что говорил, был никто иной, как старейшина Фен, человек, которого Ханли однажды встретил в павильоне сотен возможностей». После короткого ошеломленного оцепенения на его лице сразу появилось восторженное выражение. Ханли кивнул с улыбкой, но ничего не ответил. Хотя культиваторы ранней стадии зарождающейся души и культиваторы поздней стадии были одного ранга и относились друг к другу как к равным, они оба хорошо знали об огромном несоответствии между ними. Таким образом, все остальные, естественно, были поражены чувством неполноценности, стоя перед Ханли. Что касается двух других присутствующих незнакомых людей, то они были новыми старейшинами секты Древнего Меча и павильона сотен возможностей. В присутствии Ханли эти двое чувствовали себя еще более неловко, и после того, как они приветствовали Ханли, они оба воздержались от каких-либо других слов. «Брат Лань, господин Даосист Фен, вы двое можете свернуться. Я давно отсутствовал в секте, поэтому я планирую остаться там на несколько дней, прежде чем посетить павильон сотен возможностей и секту Древнего Меча. Что скажете?» — предложил Ханли. Ребенок огненного дракона и старейшина Фэн сразу же ответили, что Ханли совсем не обязательно посещать их секты. Вместо этого они хотели собрать своих собратьев-старейшин и посетить секту дрейфующих облаков. Они заручились согласием Ханли на посещение секты дрейфующих облаков через 3 дня. Таким образом, единственным, что осталось от первоначальной 5, был Люло. После того, как остальные 4 культиватора улетели, Ханли повернулся к Люло с нахмурившимися бровями и спросил: «Старший боевой брат Лю, остальные 2 секты завербовали новых культиваторов зарождающейся души. У нашей секты до сих пор нет нового старейшины зарождающейся души. Зачем тебе рисковать и лететь сюда, чтобы поприветствовать меня лично? Мне очень стыдно это признавать, но благодаря твоей безупречной репутации мы смогли набрать много учеников с хорошими способностями. Однако среди них не так уж много тех, кто близок к достижению стадии зарождающейся души. Однако я уверен, что в будущем все они превратятся в столпы нашей секты. Кстати, кто это?» Сначала на лице Люло появилось неловкое выражение, но вскоре это сменилось недоумением, когда он обратил свое внимание на Тянь Циньер. «Это ученица, которую я принял во время своих путешествий. Я еще не проводил официальную церемонию принятия ученика», — ответил Ханли с улыбкой.
Тянь Циньер была очень умна и сразу же вышла вперед, почтительно поклонившись. Тянь Циньер выражает свое почтение боевому дяде Лю. Она была всего лишь культиватором стадии уплотнения ци, но после того, как Хань Ли принял ее в качестве ученицы, она, естественно, отличалась от всех других учеников секты, чье положение в иерархии сект определялось их уровнем культивации. Ха-ха, не думал, что младший боевой брат Хань будет принимать учеников так быстро. Как твой боевой дядя, я должен дать тебе нечто хорошее. Вот защитное сокровище, которое я использовал в прошлом. Люло от души рассмеялся, похлопал по сумке для хранения, и в его руке тут же появился мерцающий красный хрустальный шар, который он предложил Тянь Циньер. Тянь Циньер замялась, увидев это, но сразу же поклонилась снова, а затем приняла сокровище с радостным выражением лица. Хань Ли улыбнулся при виде этого, а затем они все вместе полетели в секту. По дороге Люло рассказал Хан Ли о том, что произошло в секте дрейфующих облаков за последнее столетие. Однако наиболее важными событиями были, естественно, смерть старшего военного брата Чена и опасная ситуация с Нангун Ван. Хань Ли знал, что старший военный брат Чен был близок к концу своей жизни, но он все еще был поражен горем, услышав о его кончине. В конце концов, Хань Ли когда-то был очень близок с этим старшим боевым братом Ченом. Узнав о том, что Нангунь Ван все еще страдает от проклятия, сердце Хань Ли дрогнуло, а на его лице появилось напряженное выражение. Однако Люло улыбнулся и объяснил: «Не волнуйся, брат Хань. Хотя проклятая печать сестры Нангунь все еще не снята, она уже проснулась, и с ней все будет в порядке. Сейчас она культивирует свое искусство культивации в ледяной стене, и если бы она сейчас вырвалась из нее, ее предыдущие усилия были бы напрасны». Глава 1173. Странное состояние долины падения демонов. Услышав это, сердце Хань Ли немного успокоилось. Оказалось, что ситуация была такой, как он ожидал, даже не снимая печать на теле Нангунь Ван, она все равно будет в порядке. Однако, поскольку он уже получил технику снятия печати, он, естественно, не собирался оставлять все как есть. Было лучше облегчить состояние Нангунь Ван на случай, если она столкнется с какими-либо непредвиденными неприятностями в будущем. Таким образом, Хань Ли быстро принял решение. Общаясь друг с другом, они уже достигли ограничений вокруг секты дрейфующих облаков. По дороге Люло уже выпустил талисман передачи голоса, поэтому, как только они достигли формации, туман, пронизывающий все ограничения, рухнул, а затем медленно рассеялся. Вся формация вокруг секты была дезактивирована. Хань Ли слегка зашевелился, увидев это, но прежде чем он успел что-то сказать, сотни культиваторов заложения основ были выведены из горы дюжиной или около того культиваторами формирования ядра и выстроились в упорядоченные ряды, крича в унисон: «Ученики секты дрейфующих облаков выражают наше почтение старейшине Ханю и от всей души поздравляют вас с переходом на позднюю стадию зарождающейся души». Затем все культиваторы поклонились Хань Ли с возбужденными выражениями на лицах. Было совершенно ясно, что Люло уже сообщил новость о продвижении Хань Ли до поздней стадии зарождающейся души в талисмане передачи голоса, который он только что выпустил. Вот почему эти ученики собрались вместе, чтобы оказать такой великий прием этому старейшине Ханю. В конце концов, все ученики секты дрейфующего облака хорошо знали, что значит появление великого культиватора в их секте. Их секта сразу же станет одной из немногих суперсект в небесном южном регионе, и в результате ресурсы для культивации, на которые они будут иметь право, будут намного превосходить то, что они получали в прошлом. Разве они не быть в восторге от такого развития событий? Хань Ли повернулся к Люло с кривой улыбкой и сказал: «Старший боевой брат Лю, неужели нужно поднимать такую большую суету?» «Ха-ха, конечно, младший боевой брат Хань. Ты стал великим культиватором, поэтому ученики секты, естественно, должны были собраться здесь и оказать теплый прием. Мы также планируем провести грандиозную церемонию, чтобы отпраздновать это событие, и собираемся пригласить всех старейшин из других сект на это мероприятие. В противном случае это будет оскорблением твоего высокого статуса, младший боевой брат», — усмехнулся Люло. «Делай, как считаешь нужны, но не ожидай, что я приму участие в подготовке этих мероприятий. Максимум, что я хочу сделать, это присутствовать здесь», — смиренно вздохнул Хань Ли. Согласно соглашению в небесном южном регионе, если культиватор достигал поздней стадии зарождающейся души, в обязательном порядке нужно было организовать великий праздник, чтобы сообщить всему региону эту новость. При этом все другие секты будут предупреждены об этой новости, и секта дрейфующего облака утвердится как суперсекта. Хань Ли не был против укрепления репутации секты, поэтому он не высказал никаких возражений. Таким образом, Хань Ли спустился в секту дрейфующих облаков прямо перед восхищенными глазами бесчисленных учеников и вошел в просторный зал внутри секты.
Хань Ли сидел на главном месте в зале, а Люло сел рядом с ним, но его место было немного смещено от центра, что указывало на то, что Хань Ли был гвоздем праздника. Хань Ли не сделал никаких замечаний, увидев это. Он был единственным великим культиватором на поздней стадии зарождающейся души в секте, и если бы он не захотел всех этих церемоний, могли возникнуть серьезные проблемы. Мало того, что ученики секты были бы обеспокоены тем, что Хань Ли покинет секту, другие секты также стали бы подозрительно относиться к ситуации в их секте. Рано или поздно начались бы неприятности. Поэтому Хань Ли охотно сел на главное место в зале, но он воздержался от каких-либо замечаний. В конце концов, прошло много лет с тех пор, как он покинул секту, и он совершенно не был знаком с ситуацией внутри секты, поэтому лучше было оставить всю организацию на старшего боевого брата Лю. Как выяснилось, Люло не был выдающимся среди культиваторов зарождающейся души, но он был очень хорош в управлении внутренними делами секты. Он организовал всех новых учеников формирования ядра, чтобы они выразили свое почтение Хань Ли, а затем официально объявил о том, что Хань Ли снова перешел на позднюю стадию зарождающейся души. Затем он начал раздавать задания всем восторженным ученикам, готовясь к предстоящему празднованию. Хань Ли сидел в своем кресле с равнодушным выражением лица, небрежно поглядывая на учеников перед ним. Большинство учеников, имевших право быть здесь, были учениками формирования ядра, но среди них были и ученики заложения основ, ответственные за важные обязанности в секте. Независимо от того, на какого ученика он обращал свое внимание, ученик всегда опускал голову, чтобы избежать взгляда Хань Ли в знак уважения. Через некоторое время Хань Ли обнаружил, что его названного ученика, Лю Юй, и той женщины с фамилией Сун не было. Хань Ли слегка забеспокоился, когда понял это. После того, как Лю Лао, наконец, закончил раздачу длинного списка инструкций всем, все ученики почтительно вышли из зала, чтобы подготовиться к предстоящему празднованию. Старший боевой брат Лю, кажется, я не видел боевую племянницу Сун. Она отправилась на миссию? Спросил Хань Ли. Лю Ло хихикнул в ответ: «Хе-хе, боевая племянница Сун отправилась в долину падения демонов. Она пытается изготовить духовные таблетки, но ей не хватает редкой духовной травы. Эта трава уже вымерла, но кто-то недавно обнаружил ее в долине падения демонов. Она пошла в долину падения демонов». Услышав это, Хань Ли изменился в лице. «Не волнуйся, младший боевой брат, эту траву можно найти на окраине долины падения демонов. Кроме того, по какой-то неизвестной причине, с тех пор, как ты в последний раз посещал долину, внутренняя долина все еще таит в себе опасность. Однако ограничения во внешней долине с каждым годом становятся все слабее, и почти все пространственные разломы там исчезли. На окраинах долины есть только несколько областей, где могут скрываться демонические звери, а в целом, это место не очень опасно. Многие культиваторы путешествовали туда в течение последних нескольких десятилетий и вернулись оттуда с хорошим урожаем. Кстати, боевая племянница Лю и твоя наложница также пошли вместе с ней. Все трое являются культиваторами формирования ядра и взяли с собой несколько могущественных сокровищ, так что с ними должно быть все в порядке», — поспешно объяснил Люло. «Вот как?» Лю Ю и Му Пейлин тоже отправились в долину падения демонов. Хань Ли удивлен услышать это. «Действительно. Я не знаю, какую чудодейственную таблетку ты оставил после себя, но твоя наложница смогла достичь средней стадии формирования ядра всего за столетие. Скорость ее культивации была довольно шокирующей даже для меня. Возможно, у нее есть шанс достичь стадии зарождающейся души», — Люло удивленно щелкнул языком. «Таблетки, которые я оставил, были лишь второстепенным фактором. Способность Пейлин всегда была исключительной», — ответил Хань Ли, погладив себя по подбородку. Покинув секту, он думал, что сможет вернуться из Великого Цзиня примерно через 10 лет или около того, и в результате он оставил ей небольшое количество таблеток, которые могли бы улучшить ее культивацию. В противном случае, если бы ей дали больший запас этих таблеток, было бы очень возможно, что она смогла бы достичь поздней стадии формирования ядра в течение столетия. Однако он достиг поздней стадии зарождающейся души, и искусство объединенной сущности было эффективно только для культиваторов зарождающейся души, поэтому ему пришлось думать о том, что делать с этой женщиной. В конце концов, все знали, что эта женщина была его наложницей, поэтому, даже если бы он сразу же освободил ее, было бы очень мало культиваторов, которые осмелились бы рискнуть разозлить великого культиватора, чтобы взять ее себе. Поговорив с Люло еще некоторое время, Хан Ли неожиданно встал и ушел, чтобы посетить Наньгун Ван. Люло, естественно, не собирался останавливать его. Поэтому Хань Ли оставил Тянь Циньер в зале на время, а отправился в запретную зону внутри секты. Некоторое время спустя Хань Ли появился перед каменной комнатой в запретной зоне. Он чувствовал себя взволнованно, когда снял ограничение и медленно толкнул каменную дверь.
Каменная комната поддерживалась в первозданном виде и выглядела точно так же, как когда он был здесь в последний раз. Мерцающая ледяная стена все еще находилась прямо напротив каменной двери. Единственным отличием было то, что Наньгун Ван превратился из маленькой девочки в изысканную красавицу. Однако ее глаза были закрыты, и она, казалось, все еще была в глубоком сне. Тело Хань Ли качнулось, и он сразу же появился перед ледяной стеной. Он пристально посмотрел на женщину во льду со сложным выражением на лице. В этот момент ресницы Наньгун Ван задрожали, и она медленно открыла глаза, встретившись взглядом с Хань Ли. Они оба молча смотрели друг на друга. Вскоре на ее лице появилась легкая улыбка, и она сказала мягким голосом: «Я рада видеть, что ты вернулся». В глубине внутренней долины падения демонов, на неизвестной горе, внезапно грянул мощный взрыв. Всплеск плотной черной ци вырвался из пещеры, а затем хаотично рассеялся на площади в несколько тысяч футов в мгновение ока. Почти половина всего неба была скрыта этой черной ци, и казалось, что всемогущий демон спускается в этот мир. Хе-хе, благодаря использованию дьявольской ци, оставленного этим древним демоном, я смог достичь средней стадии зарождающейся души чуть более чем за столетие. Я даже освоил последние 2 слоя высшей иньской дьявольской ци. Похоже, что пойти на такой большой риск, войдя в долину падения демонов, было действительно правильным решением. Затем мне просто нужно найти несколько могущественных сокровищ в долине, и мне нечего бояться, даже если этот человек придет снова. После этого я найду способ войти в дьявольскую пропасть 1000 глубин, а затем использую там дьявольскую ци, чтобы вырастить это тело дьявольского трупа. В этом случае я не смогу достичь поздней стадии зарождающейся души. Ха-ха, другие дьявольские культиваторы боятся самодетонации от поглощения слишком большого количества дьявольской ци, но у меня есть тело дьявольского трупа, поэтому мне нечего бояться. Когда придет время, я достигну поздней стадии и убью этого человека, а затем поглощу его зарождающуюся душу. Тогда я буду единственным Хань Ли в этом мире, и вот каким я должно быть. Из-за черной ци раздался грубый голос, за которым последовал взрыв невменяемого смеха. Внезапно черная ци резко метнулась в определенном направлении, исчезнув в мгновение ока. В бамбуковом лесу на окраине долины падения демонов внезапно вырвался шар красного света и исчез вдали. Однако с громким криком 3 полоски разного цвета пронеслись по бамбуковому лесу с еще более невероятной скоростью, догоняя красный свет после нескольких вспышек. 3 полосы света вспыхнули в направлении шара красного света, и изнутри раздался странный крик, и странная птица размером более 10 футов рухнула на землю. Затем белая полоска света пролетела через бамбуковый лес, мгновенно достигнув упавшей птицы, и перед ней предстала красивая женщина в белом платье. Женщина сымитировала хватательное движение, и фиолетовая трава вырвалась из-под тушки птицы, приземлившись на ее руку. Глава 1174. Договоренности. Из бамбукового леса вырвались еще 2 полосы света, которые мгновенно достигли женщины в белом. Затем показались 2 другие красивые женщины, и одна из них, женщина в желтой одежде, спросила: «Старшая сестра Лю, ты получила траву?» «Да, но это не то, что мы ищем, это просто цветок фиолетового пламени». Криво улыбнулась женщина в белом. Последняя женщина из трио, в лазурном роскошном платье, улыбнулась со словами: «Рано унывать, младшая боевая сестра Му. Мы только обыскали небольшую часть внешней долины, возможно, иллюзорная духовная трава, которую мы ищем, может быть просто в другом месте». Этими 3 великолепными женщинами были, естественно, Лю Юй, Му Пэйлин и женщина по фамилии Сун. Они обыскивали окраины долины падения демонов около полугода, и в ходе этого процесса они нашли некоторые духовные травы, но иллюзорная духовная трава, которую искали, продолжали ускользать от них. Лю Юй и Му Пэйлин начинали терять терпение. В противоположность этому, женщина по фамилии Сун, похоже, имела терпение святой. Верно, но если мы отправимся в какие-то другие места, это станет опасным. В этих областях могли остаться пространственные трещины, и если мы попадем в одну из них, мы погибнем. Лю Юй нахмурились от беспокойства. Большинство пространственных трещин во внешней долине давно исчезли. Если мы будем сохраняться бдительность, то никоим образом не столкнемся с ними. Кроме того, эта таблетка очень важна для таких культиваторов, как мы, а путь культивации всегда чреват опасностями. Вместо этого риска мы могли просто остаться в секте в постоянном уединении и никуда не ходить, усмехнулась женщина по фамилии Сун. Му Пэйлин какое-то время молчала, а затем вздохнула с сожалением: «Старшая боевая сестра Сун права. Я достигла узкого места на средней стадии формирования ядра, и без этой таблетки я не смогу прорваться». Лю Юй с улыбкой на лице сказала: «Раз старшая боевая сестра Сун и младшая боевая сестра Му оба поддерживают это решение, я могу только последовать за вами».
Таким образом, приняв решение, 3 женщины бросились в другую область во внешней долине, исчезнув во вспышке. В то же время в запретной зоне секты дрейфующих облаков дверь каменной комнаты снова открылась, и Хань Ли появился изнутри со следами радости в своем сердце. Однако снаружи он сразу же увидел, что Люло ждал его вместе с Тянь Циньер, и от этого он слегка замешкался. Младший боевой брат Хань, как сестра Наньгун. У нее все хорошо. Я использовал технику растворения проклятия, полученную в Великом Цзине, и снял с нее проклятую печать души. Теперь все должно быть хорошо. Однако Ваньер находится на критическом этапе ее культивации искусства Небесной Луны, поэтому она пока не сможет покинуть ледяную стену. Наверное, ей понадобится несколько лет, чтобы овладеть этим искусством культивации. Жаль, что мое искусство культивации отличается от ее. В противном случае я бы смог помочь ей, вздохнул Хань Ли. Выражение лица Люло смягчилось, и он пошутил: не нужно спешить, младший боевой брат. Сестра Наньгун не может сразу покинуть ледяную, но она проснулась самостоятельно и через несколько лет сможет обрести свободу. Когда придет время, ты должен обязательно пригласить меня на свою свадьбу. Услышав это, Хань Ли слегка покраснел, но выражение его лица быстро вернулось к норме. Люло немного помедлил, а затем спросил: будучи великим культиватором, тебе не стоит продолжать жить на этой горе. Как насчет того, чтобы ты вернулся в секту, и я построю тебе новую резиденцию на главной вершине? Хань Ли обдумал это предложение, а затем покачал головой: в этом нет необходимости. Мое жилище в пещере не очень большое, но там спокойно. Даже если бы Ваньер выйдет из ледяной стены, оно будет достаточно просторным, чтобы вместить нас двоих. На лице Люло появилось неохотное выражение, и он на мгновение помедлил, а затем продолжил: хорошо, тогда сделаем так, как ты говоришь, младший боевой брат. А верно, у меня все еще есть твоя марионетка стадии зарождающейся души, я уже достиг поздней стадии зарождающейся души, так что марионетка мне не очень полезна. Я оставлю ее секте в подарок, так что ты можешь продолжать ее использовать, сказал Хань Ли с небрежной улыбкой. Спасибо, младший боевой брат. Люло был рад услышать это. Хань Ли была не нужна эта марионетка, но для него она была чрезвычайно полезной. Хань Ли вдруг нахмурился и сказал: Ваньер находится на критическом этапе во время ее прорыва, так что я не хочу, чтобы что-то беспокоило или мешало ей в это время. То, что ты говоришь, это... Люло был немного озадачен. Моя пещерная резиденция довольно далеко от запретной зоны, и хотя в ближайшем будущем я не планирую надолго уединиться, мне необходимо изготовить некоторые сокровища и совершить несколько поездок. Поэтому я хочу усилить ограничение, чтобы оно было абсолютно недоступным для кого-либо еще. Что скажешь, старший боевой брат? Хань Ли спросил с серьезным выражением на лице. Ха-ха, тебе не нужно спрашивать моего разрешения на это, просто делай все, что пожелаешь. Я планировал передать тебе управление в этой запретной зоне после того, как ты вернешься, ответил Люло с улыбкой. На лице Хань Ли появилась улыбка, и внезапно в его голове мелькнула мысль. Он указал на Тянь Циньер и сказал: спасибо, старший боевой брат. Кроме того, мне, возможно, придется побеспокоить тебя, чтобы ты присматривал за моей ученицей время от времени. Затем он рассказал информацию, касающуюся телосложения Тянь Циньер, а также тот факт, что она может быть реинкарнацией его хорошей подруги. Люло сразу понял намерение Хань Ли и кивнул, не колеблясь, давая обещание: значит, реинкарнация действительно существует. Не волнуйся, если тебя не будет рядом для своевременного лечения, я обязательно подавлю негативную энергетическую реакцию Ян в теле боевой племянницы Тянь. Хе-хе, тогда мне придется побеспокоить тебя, старший боевой брат Лю. А пока я постараюсь найти духовные таблетки иньского типа, и если они будут достаточно сильны, они также смогут временно подавить ее телосложение плачущего дракона, так что тебе не придется постоянно вмешиваться, заверил Хань Ли. В ответ Люло небрежно махнул рукой. Тянь Циньер была весьма тронута жестом Хань Ли. Она всегда беспокоилась о том, что случится с ней, если ее мастер отправится в дальнее путешествие или надолго уйдет в уединение. Кто бы мог подумать, что Хань Ли уже все спланировал заранее. Затем Люло поговорил с Хань Ли о предстоящем праздновании и потенциальных визитах секты Древнего Меча и павильона сотен возможностей перед отъездом. Как только Люло вышел из запретной зоны, Хань Ли немедленно вытащил несколько флагов формации из своей сумки для хранения, чтобы изменить ограничения вокруг всей каменной комнаты. Хань Ли убил много культиваторов зарождающейся души в Великом Цзине и получил много мощных инструментов формации заклинаний из их сумок для хранения. Поэтому ограничение вокруг этой запретной зоны было слишком слабым в его глазах, поэтому он решил все переделать. В этом случае, даже если бы он не был рядом с Наньгун Ван, ему не пришлось бы постоянно беспокоиться о ее безопасности. Он не хотел, чтобы его компаньону Дао причинили вред, потому что он не был рядом с ней.
При наличии готовых инструментов защитной формации установка была чрезвычайно быстрой и легкой задачей. Некоторое время спустя все формации заклинаний были установлены, и Хань Ли повернулся к Тянь Циньер с улыбкой на лице, а затем отряхнулся и снова вошел в каменную комнату. Только после недолгого пребывания там он снова появился с улыбкой на лице. У Хань Ли было довольно хорошее настроение, и он сказал: «Идемте. Я отведу тебя в свою пещерную резиденцию и построю для тебя отдельную. У меня также есть большая коллекция книг формации заклинаний, и ты можешь взять их все». Лазурный свет пронесся над его телом, охватив Тянь Циньер, и он покинул запретную зону, направившись в резиденцию, где он когда-то жил. Некоторое время спустя лазурная полоска света вылетела из ограничительной формации вокруг секты дрейфующих облаков. Хань Ли летел объединенным горам к востоку от секты и, сделав круг в воздухе, приземлился на одной из горных вершин внизу. По взмаху рукава вылетело более 10 золотых летающих мечей, превратившись в полоски золотого света длиной более 100 футов, исчезнувшие во вспышке яркого света. Затем Хань Ли сел, скрестив ноги, молча создавая печати заклинания руками. Грохот то и дело вспыхивал на полпути к этой вершине горы. Тянь Циньер стояла позади него, и ее глаза сверкали от любопытства, разглядывая свое окружение. При нынешнем уровне силы Хань Ли строительство маленькой пещерной обители, естественно, не заняло слишком много времени. Меньше, чем за 10 минут, Хань Ли внезапно открыл глаза и сказал: «Хорошо, пещерная резиденция готова. Ты можешь обустроить все так, как тебе нравится. Пойдем, я покажу тебе все. Если что-то тебе не понравится, я могу внести изменения. Если тебе будет чего-то не хватать, ты можешь взять мой талисман старейшины и получить все, что тебе нужно. Я собираюсь остаться в моей пещерной резиденции на несколько дней и усовершенствовать сокровища, так что ты пока можешь ознакомиться с сектой». «Да, мастер». Услышав это, на лице Тянь Цинь отразились следы волнения. Хань Ли перевернул руку, и на его ладони появилось несколько блестящих предметов. Там были талисман, флаг, бусина, летающий меч, бронзовое зеркало, а также 6 или 7 других сокровищ. Ты должна быть в состоянии использовать эти сокровища, и все они довольно приличные. Уточни их и используй для собственной защиты. Этот талисман — сокровище. Чтобы активировать ограничения вокруг этих горных вершин, сначала уточни его, прежде чем покинуть это место. Спасибо, мастер. Я никогда не забуду вашу доброту. Родители Тянь Циньер оба были культиваторами, так что она могла сразу определить, что эти сокровища были намного лучше, чем довольно приличные. Все они казались сокровищами либо высокого, либо высшего ранга, и она определенно сможет использовать их даже после достижения стадии формирования ядра. Таким образом, она сразу же выразила свою благодарность и с восторгом приняла сокровища. Хань Ли усмехнулся и полетел к другой горной вершине в виде лазурной полоски света, несколько раз вспыхнув в воздухе, а затем исчезнув из поля зрения. Тем временем Тянь Циньер была чрезвычайно взволнована, долго возилась со своими сокровищами, прежде чем радостно войти в свою пещерную резиденцию. С другой стороны, Хань Ли уже вернулся в пещеру, в которой он отсутствовал почти столетие. Все было в том же состоянии, в каком он покинул ее, и сильное чувство ностальгии охватило его сердце. Затем он вытащил из своей сумки для хранения духовной травы, духовные таблетки, духовных зверей и духовных насекомых, посадил лекарства и травы в саду духовных растений, а затем поместил зверей и насекомых в соответствующие комнаты. Затем без колебаний он вошел в секретную комнату, чтобы усовершенствовать свою вторую партию лазурных бамбуковых облачных мечей, готовясь закалить их недавно полученной золотой эссенцией. Однако это был только первый шаг. Хань Ли также планировал закалить мечи высшим тысячелетним нефритом, который он получил в Северном ночном дворце. В этом случае все его летающие мечи будут обладать ледяной силой, что сделает их еще более грозными. Хань Ли с нетерпением ждал, какими его магические сокровища получатся после этого процесса закаливания. Глава 1175. Подчинение двух сект. Хань Ли находился в уединении в секретной комнате 4 дня и 4 ночи. Когда он, наконец, вышел из секретной комнаты с довольным выражением на лице, он обнаружил, что Люло сидел со скрещенными ногами снаружи его пещерной резиденции, и было неясно, как долго он ждал там. Хань Ли какое-то время обдумывал ситуацию и смог угадать приблизительную цель визита Люло. С легкой улыбкой на лице он снял ограничение снаружи своей пещерной резиденции и направился к нему навстречу. Люло был в восторге, увидев Хань Ли, и поспешно поднялся на ноги, сжав кулак в приветствии. «Младший боевой брат Хань, я слышал от боевой племянницы Тянь, что ты ушел в уединение, чтобы уточнить свои сокровища. Я подумал, что мне придется подождать еще несколько дней, но ты уже вышел. Я получил кое-что в великом цене, и поэтому решил снова уточнить свои сокровища.
Сначала я планировал сделать это за 2 или 3 дня, но это заняло немного больше времени, чем я ожидал. Мои извинения за то, что заставил тебя ждать, старший боевой брат. Ты пришел сюда поговорить со мной о секте Древнего Меча и павильоне сотен возможностей? Неторопливо спросил Ханли. Верно. Почти все старейшины из этих двух сект прибыли, и, похоже, некоторые из них не верят, что ты действительно достиг поздней стадии зарождающейся души, с улыбкой ответил Люло. Хорошо, тогда позволь мне встретиться с ними, чтобы развеять их сомнения, спокойно сказал Ханли. Так было бы лучше всего. Люло, естественно, был очень доволен этим предложением. Таким образом, они сразу же полетели к секте дрейфующих облаков. Вскоре они оба появились за пределами главного зала на главной вершине секты. Около дюжины учеников в стадии заложения основ охраняли зал, и все они немедленно бросились вперед, чтобы почтительно приветствовать Ханли и Люло. Однако несколько из них мельком взглянули на Ханли. Ханли нахмурился в ответ и слегка хмыкнул. Его хмыканье можно было легко истолковать, что Ханли просто прочищал горло, но ученикам, которые украдкой поглядывали на него, казалось, что удар грома разразился прямо возле их ушей, и дрожь побежала по их позвоночникам. Они торопливо опустили свои головы к груди. Люло, не обращая внимания на жест Ханли, спросил, все ли даосисты прибыли в зал. Да, старшие из секты Древнего Меча и павильона сотен возможностей все это время медитировали в зале, и ничего не произошло, быстро ответил один из учеников. Люло кивнул в ответ. Тем временем Ханли с помощью своего духовного чувства уже определил уровни культивации каждого в зале. Там было 2 культиватора на средней стадии зарождающейся души и 3 на ранней стадии. Казалось, что великие старейшины с обеих сторон прибыли лично. При его нынешнем уровне силы даже обычный культиватор на поздней стадии зарождающейся души был ему не соперник, поэтому он, естественно, не рассматривал культиваторов в зале как угрозу. Таким образом, он ничего не сказал и пошел прямо в зал. Люло слегка замялся при виде этого и поспешно последовал за ним, стараясь отстать от Ханли на несколько шагов, чтобы показать, кто был звездой шоу. Люло только сделал несколько шагов, когда, к своему удивлению, он обнаружил, что Ханли исчез. Он мог физически видеть Ханли, но если бы он использовал свое духовное чутье, чтобы попытаться обнаружить присутствие Ханли, то не обнаружил бы ничего, кроме пустого воздуха. Люло сразу же резко вздохнул, но в то же время он чувствовал себя немного обеспокоенным. Этот тип техники полного сокрытия ауры мог быть использован только высокоранговым культиватором против культиваторов более низкого уровня, чье духовное чутье было намного ниже их собственного. Как культиватор на ранней стадии зарождающейся души он мог ясно видеть, что Ханли шел прямо перед ним, он все еще был совершенно не в состоянии почувствовать его присутствие. Это означало, что если Ханли хотел убить тех, кто был на ранней стадии зарождающейся души, таких как он мог буквально подкрасться прямо к ним, не привлекая к себе никакого внимания. Конечно, он также был весьма обеспокоен. В конце концов, Ханли использовал эту секретную технику, чтобы запугать великих старейшин секты Древнего Меча и павильона сотен возможностей, но он только недавно достиг поздней стадии зарождающейся души, в то время как 2 великих старейшины были опытными культиваторами на средней стадии. Если выяснится, что его духовное чутье не было достаточно сильным, его техника сокрытия будет видна насквозь, и старейшины совсем не испугаются, а посмеются над ним за то, что разыгрывал детскую уловку. Время от времени сложно было уловить грань между демонстрацией своей силы и выставлением себя на посмешище. Конечно, Люло знал, что Ханли не посмел бы использовать такую технику, если у него не было большой уверенности в своих способностях. Несмотря на это, он все еще чувствовал себя довольно неловко, и его эмоции были весьма противоречивы. Преодолев короткий коридор, ведущий к залу, Ханли и Люло прибыли к месту назначения. Все сразу обратили свое внимание на Люло, а затем повернулись, чтобы с удивлением оценить Ханли. Люло с огромным облегчением увидел это. Оказалось, что ни один из 5 культиваторов зарождающейся души не смог обнаружить присутствие Ханли. Все 5 культиваторов резко изменились в лицах и резко поднялись на ноги. Пожилой мужчина с растрепанными волосами встал, и удивление на его лице сменилось слегка серьезной улыбкой. Господин даосист Хан действительно уже стал великим культиватором на поздней стадии зарождающейся души. Даже я на своей средней стадии не смог обнаружить твое присутствие. Этот человек был никто иной, как великий старейшина секты Древнего Меча, эксцентрик Цзинь, человек в пурпурной одежде быстро пришел в себя и также сказал: «Верно». Прошло чуть больше века, но брат Хань уже достиг стадии поздней зарождающейся души. Уровень твоей культивации просто неслыханно. Это эксцентрик Пайр из павильона сотен возможностей. Ханли столкнулся с обоими этими людьми еще когда он присутствовал на церемонии в павильоне сотен возможностей, и он даже когда-то сражался с эксцентриком Цзинем.
В ответ Хан Ли просто улыбнулся и сказал: «Мне повезло, что я наткнулся на некоторые возможности во время моего путешествия. Я не знал, что все вы придете в гости, и я прошу прощения за то, что заставил вас ждать так долго, господа даосисты, ха-ха, забудь об этом. Для таких культиваторов, как мы, дни проходят в мгновение ак», усмехнулся эксцентрик Цзинь. Хан Ли улыбнулся его словам и перевел свое внимание на 3 других культиваторов. Двое из них были новыми культиваторами зарождающейся души из 2 сект, в то время как последней была молодая женщина с красивым лицом. Она была из секты Древнего Меча, с которой он также ранее виделся во время церемонии в павильоне сотен возможностей. Это была довольно надменная женщина, которая когда-то пыталась применить к нему довольно глубокую секретную технику, но совершенно не смогла оценить пределы его способностей. Однако это оставило у Хань Ли довольно глубокое впечатление об этой женщине. Хань Ли направил свое духовное чутье к ней, и на его лице появился след удивления. «Ты хорошо выглядишь, фея, яркий аромат. Я вижу, что ты уже достигла узкого места на ранней стадии зарождающейся души и сможешь перейти на среднюю стадию меньше, чем за десятилетие». Лицо молодой женщины было слегка напряженным, когда Хань Ли повернулся к ней, и ее лицо значительно побледнело, когда Хань Ли диагностировал ее недавний прогресс в культивации. До встречи с Хань Ли, наиболее скептически настроенным среди 5 культиваторов зарождающейся души по поводу того, что Хань Ли перешел на позднюю стадию зарождающейся души, был не эксцентрик Цзинь или другой культиватор на средней стадии зарождающейся души, а эта молодая женщина. Более 100 лет назад, во время церемонии, проводимой в павильоне сотен возможностей, эта молодая женщина также только недавно достигла стадии зарождающейся души. Однако у нее было сокровище, которое позволяло ей культивировать в несколько раз быстрее, чем обычный культиватор. Используя это сокровище, она сделала несколько прорывов за короткий промежуток времени, что позволило ей достичь стадии зарождающейся души в столь юном возрасте, и ее хвалили как исключительно талантливого культиватора в секте Древнего Меча. Однако во время церемонии она встретила Хань Ли, который, очевидно, культивировал в течение более короткого промежутка времени, чем она, но обладал превосходным уровнем культивации. Поэтому она не удержалась и решила проверить способности Хань Ли. В конце концов, она не смогла проверить степень силы Хань Ли, но все равно не хотела уступать и соглашаться на второе место. Она подумала, что с помощью ее особого сокровища это будет лишь вопросом времени, когда она догонит Хань Ли. Однако прошло только столетие, и Хань Ли вернулся из своих путешествий в качестве культиватора поздней стадии зарождающейся души. Фея яркий аромат была ошеломлена, услышав это, и отказывалась верить, что это правда. Однако Хань Ли только что продемонстрировал силу своего духовного чутья, и когда он посмотрел на нее, молодая женщина чуть не задохнулась. Кроме того, он был в состоянии легко идентифицировать ее культивацию с безошибочной точностью. Все это было для нее чрезвычайно шокирующим, и только через несколько секунд ей удалось заставить себя улыбнуться. Как и следовало ожидать от брата Ханя, твоя оценка моей культивации совершенно верна. Похоже, ты действительно стал великим культиватором на поздней стадии зарождающейся души. С братом Ханом, наблюдающим за горами мечтательных облаков, никто не осмелится оскорбить наши 3 секты. Ха-ха, действительно, фея яркий аромат. С нынешним возрастом младшего боевого брата Ханя наши горы мечтательных облаков будут в безопасности, по крайней мере, от 700 до 800 лет. Кто посмеет оскорбить наши 3 секты? Хехи, наоборот, я думаю, что пришло время, когда 3 наши секты сойдут с гор мечтательных облаков, внезапно сказал Люло. Все были взволнованы услышать это. Хань Ли продолжал молчать с улыбкой на лице, но медленно отозвал свою секретную технику, и его аура снова появилась, становясь все более и более сильной. Он демонстрировал духовное давление культиватора поздней стадии зарождающейся души. 5 культиваторов в зале почувствовали себя довольно неуверенно на ногах перед лицом такого разрушительного духовного давления, и в их сердцах не было никаких сомнений в том, что Хань Ли действительно достиг поздней стадии зарождающейся души. После этого Люло начал обсуждать свои планы по расширению с культиваторами из 2 других сект. По крайней мере, они планировали захватить весь мир культивации в государстве Си. По его словам и манерам стало ясно, что он уже рассматривал секту Древнего Меча и павильон сотен возможностей как вспомогательные для секты дрейфующих облаков. Эксцентрик Цзинь и человек в пурпурной одежде переглянулись между собой, и оба увидели в отражении глаз друг друга, что их время вышло. Люло сделал вид, что совершенно не замечает их смятения. Где-то во внешней долине падения демонов трио Мупилин вышло из странной пещеры, и у всех 3 женщин на лицах были следы беспокойства. Шаги Люи замедлились, и она сказала с нахмурившимися бровями: «Это последнее возможное место, где могла расти иллюзорная духовная трав, но мы до сих пор ничего не нашли. Неужели что всю иллюзорную духовную траву уже собрали на окраинах?»
Женщине по фамилии Сун также было трудно поддерживать прежнее самообладание, и она ответила: «Возможно. Если мы войдем во внутреннюю долину, мы определенно сможем найти часть этой травы. Нет, мы определенно не можем рисковать во внутренней долине. Это было бы слишком опасно для нас с нашими уровнями культивации». Му Пелин резко изменилась, услышав это. Сун Юй моргнула с созерцательным выражением лица и сказала: «Не обязательно. Я знаю старую подругу боевого дяди Ханя, и она дала мне карту безопасного пути во внутреннюю долину. Если мы не будем отклоняться от этого маршрута, мы сможем минимизировать риск возникновения пространственных разломов во внутренней долине».